Друзья, всем привет! Сегодня наконец-то мы подведем итог и поставим точку в эксперименте, связанном с использованием чесночной воды для наших орхидей. Я напомню о рецепте, который мы использовали чесночной воды, и подведем итог. Я покажу все в деталях. Каких результатов достигла орхидея, находясь на чесночной подкормке. Но для начала, друзья, посмотрите, вспомним орхидейку, в каком виде она нам попала. Вот такой вот желтенький листочек у нее был. Она его отсушивала и выкачивала из него питательные вещества. Плюс листочек где-то родный. В итоге у нее осталось, видите, 4 листочка. Мы ее с вами вместе достали из горшка, провели ей чистку. Посмотрели, что у нее там за грунт, что у нее с корнями. Оказалось, она была вот в такой вот, на такой губке сидела, которую мы удалили. Это такая своеобразная кладезь насекомых, общежитие, точнее, насекомых, в которых живут. И различные гнили могут появляться. Поэтому мы ее удалили, плюс почистили корневую. Много было сухих корней, были мертвые корни. И вот такой объем корней, небольшой, скажем, такой средненький, остался после чистки корневой системы. И мы ее вместе посадили вот в такой горшок, в обычную кору с углем, больше ничего. И через неделю после посадки мы стали подкармливать ее чесночной водой. Рецепт, который вы сейчас увидите на своих экранах. Этот рецепт самый щадящий раствор, который можно использовать, который не обожжет корни, от которого не заведутся никакие насекомые, потому что иногда нерастворенные или какие-то попавшие частицы чесночка попадают внутрь горшка вместе с чесночной водой, и она начинает отмирать, на что прилетают различные насекомые, которые питаются разлагающейся органикой. И вы видите этот рецепт чесночной воды, который мы использовали раз в 2 недели, погружая нашу орхидею на 15-20 минут в этот раствор на 2/3 горшка, о чем я уже показывал и снимал видео. И этот раствор мы больше не использовали. То есть на каждый полив раз в 2 недели мы готовили раствор этот. Буквально за сутки до полива. Вот в такой вот баночке. Как сегодня выглядит эта орхидейка? И первым делом бросаются в глаза вот эти вот роскошные, зеленые, сочные, такие глянцевые, блестящие листья. Посмотрите, они просто вот, ну, я не знаю, больше моей ладони. Листья вымахали у нее. Очень и очень замечательные. И если обратите внимание и вспомните изначальное видео, когда мы ее с вами пересаживали, у нее при пересадке осталось всего 4 листика. И вот сегодня у нее их уже 6, то есть 5 полноценных, здоровых, таких вот огромных листа с ладонь, и маленький вот такой вот листочек прекрасный. Листья все ровные, то есть результат явно видно сразу невооруженным глазом. Другой момент, я уже показывал не раз в видео, у нее активно за эти недели просто, я не знаю, они, наверное, не хуже, чем от сбалансированных удобрений наросли корни. Просто обратите внимание, какие они. Я вот сейчас ракурс так выберу камеры, чтобы можно было видеть хорошо. Смотрите, они там огромные, просто такие скопления корней. Я сейчас возьму фонарик. Одна из постоянных зрительниц нашего канала подсказала подсвечивать фонариком. И я вот сейчас возьму фонарик и подсвечу. Посмотрите, друзья, какие внутри жирные, сочные, зеленые. Я даже их назвать корнями невозможно, а такие прям лианы. Видите, сквозь прозрачный горшок. Кстати, качество горшка тоже надо отдать должное. Он практически, его и незаметно, он как стекло, он как стеклянный. То есть он пластиковый, но он настолько, у него высокая прозрачность. Просто она вот удивляет на самом деле. Не часто такие прозрачные качественные пластиковые горшки можно встретить. И вот снизу тоже видно,
Видите, низ практически весь тоже оплетен. Если посмотреть на дно, вот такая вот красота с этой орхидеи. Ну вот внутри там все, и корни растут, и продолжают расти. Помните, вот тот маленький корешочек 2 недели назад я вам показывал. Сейчас я вам еще покажу его. Он вырос на 3,5 сантиметра. Был маленьким таким, как со спичечную головку, проклюнулся у основания. Когда мы напутали его, спутали его с цветоносом. Я сказал, что в том месте должен появиться цветонос, что вот-вот эта орхидейка у нас зацветет. И вы знаете, друзья, я в тот раз не ошибся. Прошло 2 недели, и цветонос наконец-то появился. Вот, посмотрите, в том месте, где вылез корень, кто-то мне сказал: Георгий, ты ошибся, сказал, что появится цветонос, а появился корень. Ну, друзья, посмотрите вот сюда, что вы видите рядышком с корнем. Да, друзья, остренький кончик — это есть цветонос. Так что я не ошибся. Я просто подождал, чтобы показать, что я был прав. Вот такой вот цветоносик, видите? Это вот из видимых изменений с этой орхидеей за 81 день. От момента ее покупки, пересадки, чистки корней. Все вот это вот у нее произошло. А теперь, друзья, что касается ухода, общего ухода за этой орхидеей. И начнем с освещения. С самого начала она у нас стояла на восточном окне, и свет у нее был только исключительно естественный. С самого рассвета, восхода солнца и до того момента, пока в час дня или в 12 дня не зайдет за угол нашего дома. И весь оставшийся световой день, такой полумрачный подоконник, который может быть в это время осенью на восточном окне. И единственный момент был, это вот сзади нас искусственно подсветочка идет вот на этих вот стеллажах, на полочках орхидей, и немножечко, может быть, в свет падал в сторону нашей орхидейки, что, ну, никак не могло повлиять на ее какой-то там бурный рост и цветение. А что касается полива, то полив у нее мокрые пяточки, и он при утепленном подоконнике, на котором мы с вами делали теплые лотки из пеноплекса. Помните? Кто не видел, может посмотреть видео об этом на канале. Но полив мокрых пяточек у нас не в двойном горшке, о чем я много на канале показываю, а в пластиковое блюдечко, в котором стоит горшочек с орхидеей, и в это блюдечко я наливал отстойную пару дней воду, и по мере ее выпивания орхидеи, пока вся вода не уйдет из блюдечка, я не подливал ее. Вот примерно вот до такого состояния, когда еще влажно на дне блюдечка, но уже воды нет. Вот в такой момент я и подливаю воду. Теперь, что касается температурного режима. Специального оборудования в помещении для поддержания необходимых температур этой орхидеи у меня нет. Даже комната толком не отапливается, о чем я и говорил. Но постоянные зрители нашего канала видели, что у меня полно градусников, и я люблю мерить температуру вокруг орхидеи, чего и вам, друзья, советую и желаю. Делайте это. Так вот, температуры днем в сентябре, октябре и сейчас в ноябре колебались от 20 до 26 градусов тепла. Если температура в холодные дни пыталась опуститься ниже 20 градусов, я включал комнатный обогреватель на самую малость, чтобы температура была в заданном диапазоне, но не ниже 20 градусов. А вот ночью температура у нас была самая низкая 16 градусов, а самая высокая 19 градусов. То есть вот в таком диапазоне ночная температура от 16 до 19. Это самый комфортные диапазоны дневных и ночных температур при содержании фаленопсисов. Вот такой вот, друзья, итог использования чесночной воды на нашу орхидею, которую мы использовали в течение этих 80 дней.
Все было на ваших глазах, все мы ее от пересадки и до начала сегодняшнего ее цветения, выпуска цветоносика, я считаю, что уже можно поставить точку в этом эксперименте, потому что эксперимент у нас и начинался с той задачи, когда орхидея выпустит свой цветонос. И вот она его выпустила. Все вы это видели, прошел 81 день. Всем, кому было полезно это видео, тем более, что не у всех, друзья, есть возможность покупать какие-то комплексные или специальные удобрения. Почему? Потому что у многих, кто смотрит наш канал, нет рядом под боком каких-то специализированных магазинов. И использование чесночной воды, чеснока, это как одна из таких бюджетных, доступных альтернатив комплексным удобрениям. Поэтому такой эксперимент должен был быть, и мы просто хотели подтвердить или опровергнуть, насколько влияет или не влияет чеснок на развитие орхидей. И мы вот все на ваших глазах, я не буду больше еще что-то там комментировать, все и так видно. В общем, друзья, кому было полезно это видео, ставьте лайки, пишите свое мнение, пишите комментарии под этим видео. И, друзья, всем пока-пока, до встречи в следующем видео. Пока!